Всем привет! Сегодня мы поговорим об одном интересном методе генерации лабиринтов, которого вы не найдете на Википедии, потому что он относительно новый и изобрел его не какой-нибудь там ученый со степенями по математике, а а человек, который увлекается Майнкрафтом, и вот зовут его Капитан Люма. Метод, который он, я не знаю, как сказать, изобрел, наверное, называется Origin Shift, да, сдвиг некого как бы основания. То есть вот он рассказывает. Рекомендую посмотреть, но в принципе я объясню по-своему. Вот, то есть вот он как бы демонстрирует работу своего алгоритма и как бы давайте, то есть алгоритм генерирует так называемый perfect maze, да, идеальный лабиринт. И что такое идеальный лабиринт? Он здесь вот приводит условия, что условия для идеального лабиринта. Каждая точка, за исключением origin, не знаю, как это по-русски, господи, ну пусть будет начало. За исключением начала должна указывать на ровно одну соседнюю точку, да, ноду, ну в нашем случае particle. И каждая нода должна быть соединена с началом. То есть есть еще одно определение идеального лабиринта, которое мне нравится чуть больше. Вот, то есть, что такое идеальный лабиринт? Это лабиринт с ровно одним путем от любой точки до любой другой точки. Вот. И чтобы начать, как бы, то есть алгоритм работает не вот с этим, то есть он работает уже с построенным идеальным лабиринтом, который выглядит вот так. То есть это простейшее дерево, которое удовлетворяет условию идеального лабиринта. То есть мы видим здесь наш origin, да, начало, и все точки сходятся. И ну, по факту, если мы его модифицируем там каким-то более хаотичным образом, смысл такой, что из точки А в точку Б всегда можно пройти через начало. Ну, давайте уже перейдем в Max и посмотрим, как работает этот алгоритм. Ну, как бы здесь система партиклов, и у нас есть наш origin, да, не знаю, исток, начало, которое отмечено красным, и остальные частицы, они имеют форму такого шарика со стрелочкой. Что здесь белым цветом как бы подписаны ID партиклов, вот, красным их таргеты. Мы видим, что 5 имеет таргет 6, да, то есть он направлен на шестой партикл. И зеленым отмечены некий радиус поиска, да, и произвольно выбранный партикл в этом радиусе, да, то есть вот мы видим, что там как бы частица 6, она может найти либо 5, либо 12. Ну, в данном случае мы выбрали 5. Вот. И что происходит в следующий шаг симуляции? То есть частицы никуда не двигаются, меняется только их таргет. То есть мы модифицируем таргет. То есть переходим в следующий кадр. Так, мы видим, что у нас как бы теперь частица 5 не имеет никакого таргета, то есть она как бы из нее не выходит, грубо говоря, она никуда не указывает. Вот. И как бы мы теперь
частицу 5 как бы прежнему. То есть частица 6 была в предыдущем степе нашим ориджином, да, как бы истоком частица, которая не имеет никаких таргетов, и она теперь как бы поменялась. То есть как бы был -1, теперь стало 5. То есть куда она перешла, туда записали. Вот. Ну и, собственно, так далее. То есть теперь мы можем выбрать один из... Мы видим, что у этого партикла 3 соседа. Произвольно мы выбрали, допустим, партикл номер 11. И в следующем степе мы увидим следующее. То есть мы очевидно... То есть сейчас у нас -1, но в следующем степе как бы эта частица будет указывать сюда, на 11. То есть смотрим, да, как бы тут все я подписал, но это руками подписано, ничего здесь автоматически не происходит. Ну, понятно, здесь, не знаю, имеет ли смысл рисовать, что это перешло сюда, вот, и так далее. То есть мы видим, уже какой-то начинает формироваться что-то. При этом это всегда идеальный по-прежнему лабиринт, то есть у нас все частицы сходятся на нашем, так скажем, истоке, на нашем оригине. И давайте просто чуть-чуть прокрутим. То есть, и, грубо говоря, через какое-то количество итераций, ну, я сейчас просто мотану, вот, мы видим что-то уже похожее на лабиринт, ну, здесь 100, да, там 200 итераций, это достаточно мало, как бы вот мы видим, что тут у нас еще он сюда не заходил, но, как бы все, это также по-прежнему идеальный лабиринт, все сходится, как бы, все условия идеального лабиринта удовлетворяются, ну, собственно, это все. Это весь метод. Ну, давайте посмотрим, как устроен сетап. Мы видим, что... Так, давайте скроем наши объяснялки. Покажем хелперы. Вот. Заглянем внутрь. Ну, то есть, вот наша, как бы, наш flow, который генерит эти пути. Ну, я говорю, что это именно пути, по которым, если это представлять в виде лабиринта, то есть это пути, по которым мы там ходим, грубо говоря. Если нам нужны стены, то есть стены можно... Давайте сгенерим стены. Вот. То есть стены это просто я генерю сплайн, сплайню таргет, да, то есть там, где я генерю пути, здесь есть, ну, он скрыт, так, вот он сплайн, вот. То есть генерится такой сплайн, он, естественно, ну, полностью отрабатывает поведение нашего, как бы, flow. И как бы здесь я просто рождаю партиклы на... Так. Вот, то есть на этом гриде рождаю партиклы, и здесь я, то есть я surface тестом записываю, то есть я как бы я хочу, чтобы эти стены отрабатывали анимацию, да, поэтому я не могу здесь ничего удалять. Я хочу, чтобы эти партиклы просто меняли свой статус, да, то есть там, где они близко к этому сплайну, я записываю некий кастомный флоут, и по этому кастомному флоуту я удаляю shape, то есть
вот custom float тест там не равен единице, да, и, соответственно, мне нужно, так как это инкремент float, он будет увеличиваться каждый степ, мне нужно его обнулять. То есть и я его обнуляю с помощью custom properties в режиме continuous. Вот я просто в канал тест записываю 0. То есть я просто, ну, собственно, это что касается построения стен. Можно сделать наоборот, чтобы, то есть можно мешать не стены, как бы, а можно мешать наоборот сами пути. То есть нужно поменять, вот, то есть тоже получается довольно интересные такие вот паттерны. Ну, про стены достаточно. Давайте пока выключим, скроем наш сплайн и поговорим, собственно, о основном сетапе, где наши пути, наш лабиринт, собственно, генерится. Давайте пока скажем, показывать частицы тиксами, и давайте тут какой-то, собственно, генерация пути происходит, собственно, сдвиг вот этого основания оригина происходит в скрипте origin shift. Давайте пока выключим, и нам нужно как бы, то есть, чтобы алгоритм начал работать, нужно сначала сгенерить простейший вот этот, что называется, perfect maze, да, и это, собственно, происходит вот с помощью двух этих скриптов find grid target. Что у него есть? Во-первых, у него есть скрипт accessible object. Это, ну, здесь вот этот helper сейчас указан. С него берутся оси, и с него берется толер, ну, то есть как бы измеряется расстояние там до плоскости. Это вот tolerance, но об этом чуть дальше. Давайте я пока, пусть будут тиксы, и что он делает. То есть он ищет соседа в направлении указанной оси. Оси берутся вот с этого хелпера, то есть, так, давайте покажем его, кросс уберем. То есть ось x это 0, ось y это 1 и ось z это 2. То есть это вот это число. Соответственно, сейчас 0 это значит x, то есть он будет искать соседа, то есть каждый партикл. Давайте так вот сделаем, чтобы видно было крайне. Каждый партикл на расстоянии вот этом, да, то есть 5 юнитов, будет искать соседа и, ну, соответственно, запоминать его как таргет, записывать в канал таргет. То есть они все найдут, этот нашел, этот нашел, этот нашел, а этот не нашел. То есть, соответственно, у крайнего партикла у него будет таргет -1. Ну, давайте в этом убедимся. Давайте покажем канал таргет и line to target. То есть мы видим, что так плохо видно. Давайте сделаем зелеными. Мы видим, что, ну, не знаю, насколько видно, но это -1. Вот. Соответственно, если поменять ось на y, то будет вот так. И,
забыл сказать про Custom Properties. Скрипт работает, скрипт исполняется только для партиклов, у которых target -1. Именно поэтому в начале нам нужно всем частицам, то есть если выключить его, то есть мы видим, что мы всем частицам в канал target записываем -1, и, соответственно, этот скрипт первый запускается, смотрит, ага, типа все -1 для всех исполняемся. И, соответственно, когда мы запускаем второй, мы видим, что у него поменялась уже ось Y, соответственно, ну, надо смотреть, наверное, по-моему, локальные оси. Давайте посмотрим. Да, мы видим, что локальная ось Y направлена вниз, и, соответственно, он исполнился только для крайних партиклов, у которых target -1. Все. И, соответственно, shape назначается, у меня здесь есть некий два шейпа, то есть origin это шарик красный, и обычный партикл это просто со стрелочкой по оси Z. Вот. И, соответственно, я назначаю здесь обычный, ну, то есть обычный shape стрелку и shape origin, да, только для партиклов с таргетом -1. То есть, ну, собственно, он у нас должен быть всегда один, как горец. Может быть только один. Ну, давайте это выключим, обратно вернем geometry. Вот. И, собственно, дальше. Ну и последнее, хотел сказать, что это загадочный толеранс. То есть я хочу, например, вот если до второго, то есть я хочу, например, сделать, чтобы у нас наш как бы исток был не в углу, не в угол его загонять, а, например, я хочу, чтобы ориджином был вот этот, например, партикл, да, чтобы у нас направление было сюда и сюда. Вот. То есть для этого как раз и существует вот этот толеранс. То есть он вот толеранс, ну, он небольшой. Здесь у нас расстояние шаг сетки 5, он небольшой. То есть он берет плоскость перпендикулярную выбранной оси. То есть у нас сейчас выбрана Y, да, точнее, так, нет, все правильно. То есть вот у нас ось X, да, 0, и он смотрит то есть вот в этом толерансе, да, то есть вот это вот, собственно, вот это толеранс. Ну, надеюсь, понятно объяснил. Дальше я перейдем, когда генерировать в 3D, там будет больше про это. И так, ну и, собственно, теперь, что касаемо главного скрипта, который сдвигает наш origin, какие у него есть параметры. У него есть, во-первых, главное число итераций, то есть он, ну, я это сделал, одна итерация на степ симуляции, ну, в данном случае на кадр, чтобы можно было видеть, так, я его не включил, чтобы можно было видеть, как этот origin путешествует по нашему лабиринту. Вот. Но если вам нужно сразу в первом кадре сгенерить уже готовый лабиринт, там, не знаю, 300, мы начинаем, это кадр начала. То есть вот, все. То есть у вас уже как бы
можно получить лабиринт, просто задав число итераций. Ну, соответственно, начало и конец, если вы делаете какую-то анимацию, где он начинает и где заканчивает. Ну и seed, понятно, это просто какое-то рандомное число. Ну, собственно, все. Как бы тут немного параметров. Ну, давайте посмотрим, работает ли это в 3D. Ну, забегая вперед, скажу, что работает. У меня тут целая куча всяких этих лабиринтов. Ну, давайте вот этот вот, например. Так, где он? То есть мы видим, давайте я, чтобы не пугаться, остальное пока спрячу. Давайте пока выключу и также посмотрю. Здесь шейпом является такой куб с дыркой посередине. Так, где он? То есть вот такой куб. И, соответственно, здесь уже 3 этих find таргета. Давайте по очереди. То есть сначала по одной оси, потом по другой оси и потом по третьей оси. То есть мы видим, что в принципе они все соединены. Вот, и они все указывают на наш origin. Вот, то есть это, ну, как бы эту процедуру можно, как будто вы заливаете водой, и не должно быть никаких областей, где эта вода остается. Она вся должна стекать, ну, когда вы выбираете shape, то есть все должно стекать в одну точку. Ну, давайте посмотрим на другой пример. У меня здесь где-то были такие вот забавные деревья. Вот. То есть мы видим, что все стекло вниз к основанию. Здесь, соответственно, где давайте выберем Select. Вот наш этот управляющий helper, да, который пикнут во всех этих таргетах. То есть и можно также проследить. Сначала вниз, потом мы видим, что оно как бы стеклось к центру, эти влево, эти вправо, именно потому, что они стекаются, мы видим, что ну, вот, типа вот так нельзя, то есть нужно все именно, чтобы стеклось к центру. И, соответственно, потом по этой оси. Вот. И как бы все сюда. Если это мешать, получается довольно интересные паттерны. Так, давайте где-то здесь дерево. Вот. Но, соответственно, можно реально какие-то прикольные скульптуры делать. Ну и напоследок некий тизер следующих видео. Это классическая змейка, основанная на алгоритме так называемом А со звездочкой, метод нахождения пути, ну, которую я запустил в данном случае в лабиринт. Иначе какой смысл генерить эти лабиринты, если по ним никто не ходит?
Ну и напоследок некий тизер следующих видео. Это классическая змейка, основанная на алгоритме так называемом А со звездочкой, метод нахождения пути, ну, которую я запустил в данном случае в лабиринт. Иначе какой смысл генерить эти лабиринты, если по ним никто не ходит?